Всем привет! Вот и подходит к концу 2019 год. Он порадовал нас огромным количеством годной музыки. Произошло много интересных событий, неожиданные камбэки, ожидаемые туры, много-много новых релизов. Я думала, в каком же формате нам с вами подвести какие-то итоги и решила с вами отобрать лучший альбом за 2019 год. Я проводила в своей группе ВКонтакте голосование, и давайте посмотрим на результаты. Сразу скажу, что все это очень субъективно, отбор был тоже субъективным, решали в основном вы, поэтому если я буду в какой-то степени не согласна с вашим мнением, я буду об этом говорить и расскажу вам, какая работа лучшая по моему субъективному мнению. Давайте начнем. Первая шестерка состояла из Dream Theater, Occultist, After the Burial, Periphery, Hollywood Vampires и Bad Wolves. В этой подборке победили Bad Wolves. Честно скажу, что мне этот альбом как-то не особо запомнился. Нету для меня в нем какой-то изюминки. Я не скажу, что это плохая работа, но просто лично для меня этот альбом прошел мимо. Например, из этой шестерки я бы выделила Occultist, потому что это новенькая, свежая группа, которая только начала свой путь в дэт-метале. Их новый альбом получился очень целостным и жестким, поэтому если вы не слушали, советую вам заценить. Погнали ко второй шестерке. Она состояла из Eskimo Cowboy, I Prevail, Of Mice and Men, Wage War, Hell Yeah, While She Sleeps. В этой шестерке победила группа I Prevail, и я полностью соглашусь с вашим выбором, потому что после выхода сингла Bow Down я поняла, насколько эти ребята крутые, прониклась к ним, и новый альбом это просто нереальная пушка, так что погнали дальше. Следующая шестерка включала в себя Amon Amarth, Opeth, Within Temptation, Eluvietti, если я правильно прочитала, могу как бы ошибаться, Lacuna Coil, Amatory. В данной шестерке победила группа Lacuna Coil, и на самом деле очень очевидно. Отличная работа, я полностью согласна с вашим выбором. Единственное, что я до сих пор как-то не полюбила Лакуну, не прониклась я к этой группе, поэтому лично я выбрала бы Within Temptation, потому что просто я их люблю больше. Вы, наверное, спросите, какого хрена ты так мало говоришь об альбомах, которые победили в этих шестерках? Да потому что они не особо для меня интересны. Те альбомы, которые действительно меня зацепили в 2019 году, уже лежат на моем канале в обзорах, поэтому с этими обзорами вы можете ознакомиться. А здесь мы быстренько пройдем, сделаем какие-то итоги, и я скажу свое мнение об одном альбоме, который, по моему мнению, победил. Четвертая шестерка. Theater's Murder, Fit for an Autopsy, Whitechapel, Shadow of Intent, Children of Bottom и Mayhem. Здесь победили Theater's Murder, и для меня это было большим удивлением, потому что я думала, что все-таки Children of Bottom выиграют, они как-то шли очень ровненько, но по итогу, когда я создавала это видео, победили Theater's Murder, и с этим выбором я не согласна. Конечно, из этой шестерки мой фаворит группа Theater's Murder, потому что это моя любимая дэткор группа, я их обожаю всем сердцем. Но, как по мне, если говорить честно, то их новый альбом Human Target, не самый лучший вообще в их дискографии, и он не пышет каким-то разнообразием. Это типичный Theater's Murder, и ничего нового, интересного я там не услышала, и, собственно, как-то меня не очень-то он зацепил. Как по мне, Fit for an Autopsy и Shadow of Intent сделали намного интереснее работы, но, понятное дело, они не прошли в финал, потому что у них как минимум меньше просто фанатов, поэтому это все очень субъективно, вот, но это мое мнение. Пятая шестерка. Ситуация все накаляется и накаляется. Skillet, Умф, Bring Me The Horizon, Lindemann, Sabaton и In Flames. С небольшим отрывом от In Flames победил проект Lindemann, и я полностью соглашусь с этим выбором, просто потому что из этой шестерки я люблю только Lindemann проект. Но также я скажу, что In Flames тоже сделали очень хорошую работу, и их трек I'm Above до сих пор у меня где-то в плейлисте гоняется, так что... Кстати, на альбом Lindemann у меня есть обзор.
шестая шестерка, самая больная для меня. Swallow the Sun, As I Lay Dying, Ginger, Motionless in White, Fever 333, Infected Rain. Я обожаю каждый альбом из этой шестерки. На 4 из них я делала обзоры, и для меня это было очень сложное решение. И если честно, я думала, что вы выберете As I Lay Dying, потому что это крутой камбэк, это ожидаемый альбом, это очень хороший, качественный альбом. И я думала, что да тут точно As I Lay Dying, это как бы 100%. Но по итогу выиграли Motionless in White. Это было для меня неожиданностью, и я очень рада, что Motionless in White завоевали ваши сердца. Конечно, я не могу сказать, что альбом Motionless in White хуже, чем альбом As I Lay Dying. Для меня лично он, наоборот, лучше. Но суть в том, что я думала, как-то фанаты As I Lay Dying немножечко активнее, и все-таки они выбьют победу для группы, но нет. У Motionless in White получилась очень разнообразная работа, которая дала толчок для группы, и, кстати, обзор тоже есть на канале, если что. Ну и самая мощная шестерка, где выбор был ну просто невероятно сложным. Korn, Rammstein, Slipknot, Tool, Killswitch Engage, Blink-182. Просто все монстры решили в этом году релизнуться, и это очень круто. Здесь шла очень предсказуемая и активная борьба между Rammstein и Slipknot. Я на самом деле думала, что Rammstein все-таки выиграет, но нет, личиночек оказалось намного больше, и поэтому победили Slipknot. Итак, кто же из 7 претендентов победил? Третье место занял проект Lindemann, кто же занял второе место. Тут шла очень активная борьба в самом начале, до последнего, там просто была ровная дорожка, и я думала, господи, серьезно, я думала, тут выбор будет очевиден. Второе место заняли Motionless in White. Ну и первое место, конечно же, очевидно, заняли Slipknot. На эти 3 альбома у меня есть обзоры, так что если вы хотите знать более подробное мнение, пожалуйста, гляньте обзоры. Многие жаловались мне и говорили, почему же не победили Tool, почему же не победили Rammstein, как так? Это же такие офигенные группы, их альбомы намного круче альбома Slipknot. Но, ребят, решали вы. Фанатов Slipknot оказалось больше, и как бы Slipknot победили. Но, конечно же, не вставить свои 5 копеек я не могу. Я, конечно, люблю альбом Slipknot, We Are Not Your Kind, хорошая работа. Не лучшая для меня в этом году, скажу честно. И все-таки я хочу упомянуть одну группу, которую я безумно люблю всем сердцем. И, к сожалению, я не смогла сделать обзор на их новый альбом, но для меня он лучший в этом году. А лучший альбом в этом году я ждала 5 лет. С трясущимися руками делала обзоры и реакции на новые клипы, крутые синглы. Плакала от счастья, когда была на концерте. И просто наслаждалась каждым треком. Думаю, вы уже догадались. Конечно, моя любимая Rammstein. Я практически ничего не говорила об их альбоме на своем канале и хочу закончить этот год, исправив эту глобальную ошибку. Этот альбом все ждали 10 лет, и как по мне он получился очень глубоким, мелодичным, жестким и разнообразным. Чтобы понять его, нужно вслушаться, присмотреться и прочувствовать. Как по мне, Рамы в этом году нас очень сильно порадовали невероятным альбомом, великолепными кинематографическими клипами и туром, масштабным туром. Если честно, я влюбилась в них заново. Итак, 2019 год был невероятно насыщенным. Мне кажется, 2020 будет не хуже. Что касается канала, мы выросли с вами от 5 до 30 тысяч, и спасибо вам за эту поддержку. Мы побывали с вами на огромном количестве фестивалей, концертов, открыли друг для друга огромное количество новой музыки, ну и провели больше 30 ламповых стримов. Спасибо вам, ребята, большое. Дальше, больше. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого лучшего, всего, что вы желаете себе. Спасибо, что со мной, я вас очень сильно люблю. Пока!